Так, ну что, мы доехали до поселка Тэш. Перед Церматом дальше едем на поезде. Цермат, потому что туда на машинах и автотранспортных средствах въезжать запрещено. Ну, вот пойдем сейчас на вагончике. Машину оставили на парковке. Парковка тут некоторые ломят и по 20 швейцарских франков, по 25 за ночь. Но мы по десяточке нашли. Кассы, терминалы. Кюнь. 16 франков туда-назад. 8 в одну сторону до Цермата и обратно. Мы, кстати, полезем на Маттерхорн. Об этом будет в следующих видео. Ну что, внутри швейцарского поезда наконец-то. Надо посмотрим, Коля погреб. Все, тут ехать на самом деле совсем чуть-чуть. Мы в Цермате. То есть тут электробудочки такие гоняют, и нет никакого мототранспорта. Никаких моторов бензиновых, ничего такого нет. А теперь мы отправимся в место, в котором мечтает побывать, наверное, практически каждый альпинист. Поселок Цермат под горой Маттерхорн, Швейцария. Вот оно. Вот роскошь, богатство Цермата. На всех витринах мамуты. Где местные ништяки? Очередное красивое, очень необычное место в этой поездке. У нас каждая страна, каждое место — это прям новый мир. И это очередной. Красиво, дорого и красиво. Ну а пока мы будем гулять по Цермату, я попробую рассказать о наших планах и команде. Витя с Леной — это давние друзья Коли, которые живут в Польше. Лена на досуге водит всякие здоровенные промышленные многотонные машины типа Катерпиллера, всяких карьерных промышленных масштабов. Витя порядка 10 лет назад был напарником по восхождениям Коли на Кавказе. Они ходили пятерки, но после того времени Витя не занимался альпинизмом, и он еще не понимал, в какую авантюру мы его затаскиваем. Я думаю, если бы он знал, в какие приключения он с нами попадет, наверное, он отказался еще бы на старте. Наконец-то мы видим верхушечку. Ну, впечатляет, впечатляет. Что сказать. Так, ну, цены в магазине в Цермате. В принципе, что-то как во всей Европе. Что-то дороже, что-то так же.
Сейчас походим, а то я думал, совсем испугаюсь. Ну что, вот он Маттерхорн. Красиво. Он еще красивее вблизи, чем на фотографиях. Идем к подъемничку, чтобы повыше подняться, максимально скоротить наш трек. Ну и вот он, еще ближе, Маттерхорн. Все такие рады. А рады почему? Потому что канатная дорога, куда мы хотели, не работает. И нам придется идти целую гору еще пешком. Так, ну что, неработающий подъемник нас не остановил, и мы за что там 1,5 часа набрали 700 метров, которые не хотели набирать пешком. И вот он, Маттерхорн. Ну, зрелище грандиозное. Я, честно говоря, думал, что это что-то сравнимо с Ужбой. Но чтоб такой вид на Ужбу был, вот панорама района, вам нужно подняться за озера Карульди. А здесь вон с канатки выходите, и вот он в тучах Маттерхорн. Отельчик. Цермат там. Таблички что-то там чинят. Step into the unknown, 'cause this is where dreams are born. Million miles away, but it still feels like home. In the Аварийный приют. Ну, вот сейчас с части, куда мы зашли, по лесенке, туда вверх, там аварийный приют Хёрнли, который в зимнее время, и сейчас пока приют закрыт, работает. Собственно, вот там в тучах Маттерхорн. И сейчас мы обойдем этот... Ну, я хижина это не могу назвать, это горный отель. Потому что это какой-то Рэдисон. Я не знаю, вы посмотрите. Он закрыт сейчас, еще не работает. Скоро заработает. Но сейчас подойдем. Вертолетная площадка. Хёрнли-Хютте. Впечатляет. Я даже не могу представить, что там внутри, потому что сейчас ребята спят, куда мы пришли, и в ночь на восхождение нам тоже. Завтра, если успею, постараюсь снять. Это отель. Не во всех отелях такая чистота, как там в аварийном приюте. Так, ну вот над нами северная стена Маттерхорна. Вон там вершинка в той стороне. Топаем по леднику. Витя, Коля, там Цермат. Но это не помогло. Вот вылезли на гребень. Коля, как гребень называется? Цмутград. Цмутград. Через вот этот Йохан Бабай склон с трухой развальней. Назови его северной стеной. Ну, кусок северной стены. Ужас вообще. Под снегом плиты, блин.
и очень неприятные. Трухлявые, не застрахуешься. Все, теперь гребень и движемся наверх. Коля предложил выбрать маршрут по гребню Цмут, потому что на всех остальных гребнях он был. Думаю, при хороших погодных условиях по сухим скалам этот маршрут лезется намного комфортнее и быстрее. Сразу нужно привыкнуть к тому, что на Маттерхорне нет монолитных скал, вся порода очень разрушенная, местами бывают проблемы со страховкой и рельеф не всегда надежный. То есть лезть приходится аккуратно, все проверять, потому что все достаточно ненадежно. И мы не успели вовремя найти выход на гребень, поэтому нам пришлось остаться на незапланированную холодную ночевку, чему я был не рад. Так, ну, в общем, сегодня попрощался я со своим телефоном на Маттерхорне. Очень жаль, столько фотографий красивых было. А вот не могу не заснять. Во-первых, нашего сегодняшнего героя. Коля Спальник однозначно. вообще скаженый. Весь день лупашил по такой развалюхе. И вот у нас, давайте так сделаем. Даже. Во. Это у нас гребень, там обрыв. И вот у нас ночевки. Это пацанов. Вот у нас тут вот такая жопа. Мы залезли и не знаем, что делать. И вот это мое кубло будет. Но благо я нашел, как этот камень, и сделал страховочку. Как-то так. Так, ну, ночевочка. Наша чудная ночевочка. А вершина Маттерхорна. Что там с этими маршрутами сегодня непонятно. С утра я ворчал на то, что замерз и практически не спал ночью, но когда я посмотрел вокруг, подумал: эй, чувак, ты находишься в Швейцарии, на одной из самых знаменитых гор мира, не у каждого в жизни бывает такой шанс. Радуйся тому, что дает тебе жизнь. И сразу как-то настроение поднялось. Потом, конечно, включился резко максимальный прагматизм, и мы устремились в сторону поиска солнечных лучей, чтобы согреться. Но и следующую ночь провести в тепле нам было не суждено. Ну что, у нас еще одно прекрасное лежбище. Это Италия. Это вот какая-то гора, забыл, Коля говорил. Как? Дентерен. Это итальянский гребень на Маттерхорн. И вон, собственно, он. И мы вчера уже не погать. Ночь, нифига не видно, непонятно, как эти жандармы все обходить. Поэтому мы решили... О, я во фраке таком. Стою, греюсь. Решили опять сделать себе отель Альпинист, блин. Без ковриков. Как обычно. Все по красоте. Парни на гребне. Вершина Маттерхорна. Видимости нет. Нормально у нас получил. Сейчас еще наснимаем. Вот сейчас погодные условия на вершинном гребне дают некоторое понимание, почему же мы так долго лезли на эту гору. Маршрут, казалось бы, не предельно категории сложности, но видимость нам очень затрудняла передвижение и ориентирование на маршруте, поэтому мы застряли там на дополнительных 3 ночи. Главным операцией восхищая своих доброжелателей. Ага. Я же смотрю. А це італійська вершина. Ну там нижче на пару метрів. Сейчас Коля сказал о том, что итальянская вершина на пару метров ниже основной, в сторону которой мы двигались. Там нет никаких опознавательных знаков, это просто доминирующая часть достаточно острого гребня, с которого начинается уже спуск по классическому маршруту. Так, ну вот теперь настоящая вершина. То итальянская была, а это... И тут у меня села камера.
дядечка помогает нам. Вот мы дюльферяем с него. Честно говоря, от этого чувака мне поначалу было как-то немного не по Вот себе. что-то и у него. Ну и следующее веселье, которое ждало нас на спуске, помимо погоды, это то, что все железные точки страховки, и они же являются точками для Вот спуска, такая вот жизнь были на горе. погребены под снегом, и Коля просто их на ощупь пытался найти. Ну и, конечно, это отняло очень много времени. Так, ну на утро третьего дня мы дюльферяли до аварийной хижины. Хижины на Матерхорне. Она, кажется, на 3800. Ой, наконец поспел. Зато какой там был рассвет. Один из лучших, что я видел. Приют. Так, утро. Вот мы тут ушатаны в хлам. Пытаемся согреться. Домик. Аварийный домик. Тут туалет. Здоровенный, кстати, понимаете. Оп, с видом классно. Там кладовка. Одеяло. Так, ну что, мы поспали чуть меньше 2 часов и бежим вниз. Вот хижинка. Теперь при свете дня можно увидеть, какая замечательная хижина. Спасибо тем, кто ее построил. Для таких вот, как мы, задержавшихся на маршруте. Ну вот спуск с классики. И всякие горнолыжки. И вон Цермат. Ночью нам огнями мерцал, пока мы мерзли. Вон Коля дубасит. Вот у нас там веревка, спуск. А это окошко из туалета вид. Где? Вот тут слева. И вот еще отсюда обзор. Внизу Цермат. Вот там. Ну и куча всяких канаток. А на ту сторону уже за углом ребро итальянское. На Матерхорн идущее. Вот так прям с дому дюльферяем. Еще одна обидная история. На одном из гребней смут или что-то как-то так, я забыл, как его называют, в общем, у меня улетел мой любимый телефон. Ой, со всеми фотографиями, со всей моей поездки, начиная с Норвегии. Вот, и везде, где я здесь был, классные фоточки, очень жалко. Ну, понятно, что там еще информация всякая полезная, контакты и все такое, но более что жалко фотки, которые там больше, чем за полгода. Поэтому буду снимать теперь на GoPro, пока не появится новый телефон и не восстановлю, ну, хотя бы часть данных, но фотографии уже, к сожалению, вот из Норвегии, из остальных мест, Дания, Швеция, именно на фотоаппарат они, конечно, потеряны. Очень жалко. Как-то случайно вышло, я всегда осторожен с этими вещами, но это скорость, там спешка, усталость, все в куче. Ну, будем так смотреть через глаза этого маленького фото, видео смотруна такого.
И вот так целый день. Кружат над башкой. То один, то второй, то третий, то самолетик частный полетел. Теперь дрон еще запустили. Я не знаю, или они кого-то ищут, или они над нами ржут уже просто. Весь Цермат, короче, эти реалити-шоу смотрят. Как три чувака тут траверс Маттерхорна ходят. Кстати, вон он. Прям за спиной. Вот хижина Херли. И дальше Цермат, собственно. Пацаны там спускаются, не видно их. Вот на Маттерхорне кругом забиты вот такие пальцы. И вот через них веревочка накидывается для страховки. Тут есть вообще такие серьезные конструкции на самом деле. Ну, вчера вообще не до съемок было. Погода жесть такая. Это сегодня какое-то, не знаю, вдохновение у погоды, видимо. А поснимать много чего можно было. Очень крутые канаты, толстые такие. Забиты везде, я их назвал кочергак, багор, коромысла. Ну, в общем, как-то так. Такие арматуры, ну, не знаю, ну, вот такого диаметра, я не шучу. Вот так. Вот такая штука. И вверху с кольцом. И через нее страховку делают. Коля рассматривает наш путь. Мы уже почти у хижины. Тут такие дороги интересные. Я это все-таки сниму. Наконец погода позволяет. Маттерхорн. Классический маршрут. Вон гора, пацаны дюрферяют. И вот посмотрите, солнечная панель, панель связи, какие-то коробки, вот электричество. Ведется это все. Сейчас я вам покажу, куда. Так, страшненько. Ведется это куда-то туда. Вон хижина или, короче, какая-то аварийная штука пошла. Прикольно. Вот по таким делам нам приходится ходить. А сверху, вот там, в кулуаре чуваки, которые вот тут не специально, конечно, бросают камни, а нам надо вот эту штуку сюда перейти. Вообще неприятно, так скажем. Давай. Первой безопасности. Все, спустились. А вот они, знаменитые канаты Маттерхорна. Вон еще, наверное, Дева Мария. В общем, зашли туда, с той стороны, с дальнего гребня, спустились с этого. Но порода на маршруте в нижней части просто какой-то капец, я не знаю. Как каменоломня. Просто труха. Вообще кошмар. 2/3 маршрута. Ну что, вот он, Маттерхорн. Сразу после спуска. 4-й день. 4 дня мы зашли с дальнего гребня и спустились по классике. Ну, что сказать. Ох, потрепал нас вредина, потрепал. Погода, конечно. Ну и я такой трухи не ожидал. Я вообще такой трухи не видел. Вот когда вы смотрите на гору, вот вся вот нижняя часть, это сыпуха, ну просто труха. И большая часть маршрута проходит там. Ну, гребни, соответственно, тоже справа-слева
непростые. Ну, что, сходили классно. Вот. Хижинка. Тоже спасибо тем, кто построил. Классная хижинка, она пригождается людям. Вот. Как говорят, как сразу на опережение скажу, чтобы не было потом... не надо попадать в приключения, все такое, да, там. У нас 4 дня, 2 холодных ночевки. В снегу, где попало, в мокрых спальниках, без ковров, без... Но мы ходим в горы не за приключениями, а занимаемся, как и многие, каким-то делом, которое нам нравится. И стараемся в нем развиваться, залезть на новую гору, увидеть новую страну. Спасибо, Швейцария. Спасибо за новые впечатления, эмоции за время. Так, ну что, наша героическая банда, да, трио из Украины. Продолжаем. Наша героическая бадла залезла на Маттерхорн с той стороны по... Хочется, конечно, в первую очередь поблагодарить парней за хорошую компанию на этом маршруте. Витя вообще герой, после 10-летнего перерыва в альпинизме попасть в такое веселье на горе. Он проявил большую силу воли и такую стойкость, терпев все, что с ним там начало приключаться. С учетом, что вечер первого дня я уже одел на себя весь примолот, который у меня был, а у Вити была только термуха и ветрозащитные штаны, в которых он провел 4 дня, и замерзшие ботинки кожаные, которые даже не сгибались. Каким-то образом он умудрился не поморозить ноги. Ни разу не жаловался ни на недосыпание, потому что спали мы максимум по 2 часа в день, и воды по литру у нас было где-то на день. По вопросам экипировки я сделал для себя определенные выводы, что излишний Fast and Light чреват веселыми ночевками под открытым небом, но с шикарным видом. После чего я решительно приобрел в Шамани бивакзак, который впоследствии на пике Корженевской меня очень выручил. Ну и стоит, конечно, брать во внимание, что сезон на Маттерхорне стартует позже, в июле-августе, а мы были где-то 17 июня, там чуть-чуть рановато еще снега было много. Ну а Коля — это надежный опытный напарник, который может лезть 15-20 часов, и с ним можно лезть в любые серьезные стены и доверять ему полностью свою безопасность. Ну и финальным аккордом всей этой эпопеи было то, что когда мы еле-еле доволокли ноги до Цермата, нам нужно было в эту ночь уехать в Шамани, потому что на следующий день у Коли в Шамани была встреча с людьми. Думаю, эта поездка и восхождение запомнится нам надолго. Отдельная благодарность моим экипировочным партнерам, которые поддерживают меня в экспедициях качественным и надежным снаряжением. Ну а дальше будет фильм про Шамани. Смотрите, ждите новые выпуски. Желаю всем побывать в местах, о которых вы всегда мечтали.